Что объединяет все показанные фото? Разумеется, ты заметил общую черту, но не можешь объяснить, что именно. Может, это мрачность, загадочность? Да, но что куда заметней, что на этих фото нет людей. Абсолютно. Они выглядят слишком пусто. Места, где когда-то были, где должны быть люди, но их там почему-то нет. В этом видео вы проникнетесь атмосферой, ведь за этими фото таится нечто большее, нечто пугающее, нечто загадочное. Вы узнаете о самом популярном люминальном пространстве, о котором поросли мифы и легенды. Узнаете, что означают эти изображения. Может быть, такие места — это портал в другую реальность, более ужасающую, чем та, в которой мы живем. И может быть, в ней будет скрываться более страшное, чем вы можете себе представить. Заваривайте горячий напиток и погружайтесь в это безумие. Не забывайте подписаться на канал и на мой телеграм-канал, куда я выложу фотографии, которые я использовал в этом видео. Приятного просмотра! В интернете существует странное и непонятное на первый взгляд сообщество под названием «Лиминальное пространство». В нем состоит более полумиллиона человек, и все они делятся фотографиями пустых подъездов, станций метро, магазинов, кафе, аэропортов и других помещений. В каждом снимке чувствуется необъяснимая атмосфера. Большинство людей выведенное вызывает тревогу, а другие ощущают что-то наподобие ностальгии. Некоторые мужчины и женщины вовсе считают, что в этих снимках есть что-то паранормальное. На самом деле, данному эффекту ученые уже давно дали объяснение, поэтому в возникающих чувствах нет ничего странного. Так почему же так называемое лиминальное пространство вызывает тревогу и некое подобие дежавю? Давайте разбираться. Есть множество подобных фотографий в интернете, и они гуляют уже довольно давно. И это фотографии заброшенных объектов, пустующих от их забытия, или необычные места, где должны находиться люди, но их там почему-то нет. Темные уголки нашей планеты, в которых укрывается неизведанное человеку. В чем же заключается феномен у этих устрашающих фотографий? Самое главное, что цепляет, это пугающая атмосфера этих изображений. На фотографиях полностью отсутствуют люди. Удивительные места, выглядящие как какое-то событие во сне. Их необычность подмечается с первой вами просмотренной подобной фотографией. Они часто изображаются как места, которые вы где-то видели, но не знаете где. Это начинает пугать. А может, вы недавно были в этом месте и что-то наблюдало там за вами? Чувство дежавю, столь знакомое почти каждому человеку. Ощущение, что ты был в этом месте, что ты что-то делал в этом месте, что ты его поэтому и помнишь. Или же мозг сознательно выделяет это место, дабы вы обратили свой взор на его пугающее одиночество. Эти места притягивают столь же необычное, столь же любопытное и одновременно жуткое, оскверняющее и меняющее твой разум и сознание. Так что же скрывается за этими вопросами? Что же означает этот феномен? Давайте сейчас и узнаем. Лиминальное пространство. Интернет-эстетика, запечатляющая места, которые кажутся переходными, жуткими и зачастую невероятными. К примеру, обычно оживленное место, изображенное как неестественно пустое, или изображения намеренно созданы так, чтобы казаться неестественными и похожими на сон. Мы все были там. Оказавшись в таких местах, некоторые люди чувствуют тревогу, напряжение или страх, другие — спокойствие, умиротворение или ностальгию. Есть и те, кто испытывает весь спектр эмоций, иногда достаточно просто посмотреть на фотографию. Лиминальное пространство — это промежуток между известным и неизвестным. Находиться в таком пространстве значит быть на краю чего-то нового, но еще не совсем там. Мы можем находиться в лиминальном пространстве физически, эмоционально и метафорически. Изображения лиминальных пространств приобрели популярность в 2019 году, когда короткая крипипаста, опубликованная на 4chan, стала вирусной. Она гласила, что выпав за пределы реальности, можно попасть в закулисье.
где нету ничего, кроме вони старого влажного ковра, безумия однотипных желтых обоев, непрекращающегося гула люминесцентных ламп и примерно 600 миллионов квадратных миль беспорядочно совмещенных пустых комнат. К крипипасте было приложено изображение, иллюстрирующее лиминальное пространство, коридор с желтыми коврами и обоями. Легенда гласит, что выбраться из закулисья практически не является возможным. Расширили концепцию, придумав новые уровни лабиринтов со своим уникальным дизайном и предысторией. Это лиминальное пространство называется Backrooms. После еще вернемся к нему. Явление притягивает множество людей со всего мира, которые запечатляют на фото тысячи разных мест со всего земного шара. Кроме того, эффект породил еще два поджанра лиминальных пространств – Dreamcore и Wadecore. Обычно фотографии Dreamcore, от английского Dream – это сон. Это снимки вполне реальных мест, которые были сняты с необычного ракурса. Когда пользователи смотрят на такие изображения, им кажется, что они что-то видели уже такое в своих сновидениях. Под Wadecore понимая сюрреалистичные иллюстрации, от просмотра которых кому-то становится не по себе, а у других могут случиться панические атаки. Лиминальные пространства часто обсуждают в англоязычном интернете, в особенности на Reddit. В последнем даже есть специальная тема Liminal Space, в котором пользователи публикуют собственные фотографии из таких мест. Феномен лиминального пространства также присутствует в таких играх, как Silent Hill, Backrooms и многих других хоррор-играх и даже в Minecraft. Backrooms – самый популярный на то пример, на основе которого и придумали крипипасту. Backrooms – это игра ужасов, которая бросает вызов игроку, чтобы исследовать и выжить на бесконечных и случайно сгенерированных уровнях закулисья, таинственного и враждебного места, которое бросает вызов логике и физике. Ярым примером лиминального пространства является игра Silent Hill, где геймплей тоже пробирает до мурашек. Незабываемая атмосфера игры, все это дало в совокупности плюс. Одиночный Майнкрафт тоже порождает очень много возможностей, но также он может окунуть вас в лиминальные пространства. Особенно на старых версиях, если бродить среди одиноких построек, вы испытаете очень интересное чувство. Смешанные эмоции проберут вас до мурашек. Сия видеоролике я вам поведал о таком явлении в интернете, как лиминальное пространство. Пускай они и не внушают доверия, но выглядят действительно ужасающе. Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал и оценить это видео. Смотрите всегда по сторонам, а ведь вы можете увидеть подобное в своей жизни.